Всем привет! Сегодняшнее видео снова про гнома, но это точно самый необычный гном, которого я делала. И основу буду делать из шпаклевки. Я уже делала из такой основы снеговика и ангелочка, а вот теперь очередь дошла и до гнома. Пока шпаклевка еще довольно сырая, можно придать заготовке нужную форму. А после высыхания точно так же срезаю ее острым ножом, для того чтобы оставались острые грани. И для того, чтобы она не осыпалась, нужно ее загрунтовать. Подойдет строительная грунтовка для стен или разбавленный клей ПВА. Я к ПВА добавила еще немного акриловой краски. И после того, как грунтовка высохла, краска ложится плотным ровным слоем. Для того, чтобы выделить грани, я почти сухой кистью наношу темно-коричневый цвет. Голову можно сделать из любой массы для лепки, с которой вы привыкли работать, например, из соленого теста. Я люблю использовать воздушный пластилин, но сегодня решила обойтись без него и попробовать другой способ. Буду оборачивать основу из фольги ватой. Каждый слой нужно тщательно промазать клеем ПВА. А для того, чтобы личико было более ровным и гладким, его сделаю из ватного диска. Для бороды отрываю клочки ваты и клею их, придавая нужную форму. Приклеиваю слои один за другим. И прорисовываю фактуру прядей зубочисткой. Когда я приклеиваю новый слой ваты, рельеф уже не выглядит таким ярко выраженным и выглядит более натурально. Нос сделала также из ваты, но надо было делать его немного покрупнее. Колпачок буду шить из кусочка вязаного свитера. Можно взять любую другую ткань, желательно эластичную, чтобы она лучше прилегала к голове гнома. Или, например, можно сделать конус из картона, а потом обтянуть его тканью или покрасить. Приклеиваю его на термоклей и формирую складочки, которые также фиксирую клеем. И чтобы ткань держала форму, ее надо пропитать клеем ПВА. Его немного разбавила водой, чтобы он лучше наносился. Вторым слоем наношу ПВА, смешанный с водоэмульсионной краской. Или можно сделать очень жидкий раствор в шпаклевке, чтобы он наносился кистью и не перекрывал вязаный рельеф. Но после высыхания нужно будет его немного зашкурить наждачкой. Этой же смесью покрываю личико и бороду гнома. Для окрашивания ваты можно взять обычную акварель, но я буду красить акриловой краской, которую хорошо разбавила водой. Бороду не хочу оставлять белой. Как вы знаете, я люблю все состаривать, поэтому делаю ее желтоватой. Рельеф вязки выделяю красным и оранжевым цветом. У меня кисть не совсем сухая. Я набираю краску только на кончик и крашу, еле касаясь поверхности.
А перламутровую краску наношу уже сухой кистью. Для оборочки я взяла красный металлик, а для самого колпака бронзовую акриловую краску. Помпончик точно так же пропитываю смесью ПВА и водоэмульсионки. На основу тоже решила добавить немного блеска. Сначала я нанесла черный металлик, но его как-то не очень хорошо заметно на темной краске. Поэтому сверху добавила еще и бронзовый. И ее же нанесла на бороду. Можно покрыть всю фигурку прозрачными блестками. Я пока что решила покрыть только бороду. А всю остальную поверхность покрываю акриловым глянцевым лаком. Шапку я все-таки приклеила низковато, из-за чего личико гнома практически не видно. Решила сделать ему более выразительные глазки из блистера от таблеток. Приклеила кусочек белого картона, а вовнутрь положила черный бисер. Но теперь и нос нужно сделать побольше, потому что его практически не видно из-за глаз. Его решила сделать из воздушного пластилина, просто чтобы не возиться снова с ватой и не ждать ее высыхания. Так что, как я уже и говорила, делайте его сразу покрупнее. Ну и последняя деталь – это очки, которые я просто скручиваю из проволоки. Ну как вам, нравится декор в таком стиле? Как всегда, я жду ваших комментариев и до встречи в следующем видео.